О да, это действительно я. Вы не ошиблись. Привет всем, друзья! И, наконец, мы с вами встретились. Если вы смотрите это видео, значит, вы нам близки. Либо YouTube думает, что вы нам близки. И, возможно, давно ждали этого момента. Мы живем в Португалии уже больше 3 лет и, наконец, решили сохранить свою историю. И сохранить не только для себя, но и для своих близких, и для всех окружающих, кому будет интересно. Наш канал, естественно, будет про нас, про нашу историю, про наши приключения, про нашу жизнь. И пусть это останется для всех, для нас и для наших родных и близких. И мы все потом когда-нибудь лет через 20 посмотрим, посмеемся. Да и вообще, в принципе, в комментариях напишите внизу, что бы вам было интересно узнать про нас. А может быть, у вас есть своя история, тоже расскажите, будет весело. А сегодня мы просто начнем с обзора нашей квартиры, в которой мы прожили несколько лет и которая была нашим первым пристанищем в Португалии. Стоит отметить, что нам очень сильно повезло. Потому что снять квартиру в то время, когда мы приехали в Португалию, было очень сложно. Но мы благодарны нашему дяде Педро, который неожиданно нам предложил свою квартиру. Боже, что ты творишь? Как тебе не стыдно? Так, я не художник, но попробую нарисовать. Санузел номер 1, санузел номер 2, спальня, гостиная. И здесь длинный балкон. А здесь кухня. Здесь длинный коридор. И вход. Соседи. Это по-португальски называется Т2 по количеству спален. Вуаля! Коридор запомнился шкафом с специальными полочками для хранения обуви. И мы еще сначала подумали, да зачем нам столько? А потом нам, в общем-то, и не хватало. Видимо, какой-то любитель был обуви. Но в итоге мы стали любителями обуви. Дальше проходим... Куда проходим? Проходим в гостиную. Гостиная была центром мира. Здесь и у нас и телевизоры, и PlayStation, и большой-большой огромный диван. Еще в португальских квартирах принято, что в гостиной стоит огромный тяжелый стол. И, видимо, здесь устраиваются застолья, семейные ужины. В общем-то, и мы тоже их устраивали. Из гостиной выход на балкон. И на балконе мы устроили кабинет, потому что балкон был застеклен, хоть и такими себе стеклышками, но застеклен. И это был самый первый кабинет в нашей жизни. Кухня. Кухня была, с одной стороны, большая, с другой стороны, она вытянутая и, в общем-то, не очень удобная. Стол большой не поставишь, холодильник, в общем, конфигурация какая-то не фонтан. Вот. И газовая плита. Газовая плита — это, кошмар. После индукции это было мучение. Во-первых, очень все долго, во-вторых, греется все, но только не еда. Слава богу, что теперь у нас другая плита. Но зато
была классная кладовка. В нее помещалось все, что всегда хочется убрать с глаз и куда-нибудь засунуть. Так вот она была там огромная, высокая, и там классненько все помещалось. Взрослая спальня такая же небольшая, с обычной кроватью. Ничего такого сверхъестественного. Детская спальня небольшая, но зато там была двухспальная кровать, которую очень любят дети, обожают. И эта кровать была от хозяев, и мы только докупили матрасы. Были несколько шкафов, и, в общем-то, дети прекрасно там поместились. Ну и санузлы, душевая кабина, и мы, в принципе, ей и пользовались. В другом санузле у нас была ванна. В ванну мы набирали, ну, дай бог припомнить, пару-тройку раз, наверное, и то по инерции. Горячая вода подогревается газом, это тоже кошмар. Электричество все-таки круче, наверное. Это дом, в котором находится квартира, постройки где-то, наверное, 2000-х годов со всеми вытекающими последствиями. Алюминиевые окна сдвижные, которые максимально пропускают и холод, и звуки. В принципе, особо никто, наверное, не думал в то время про энергоэффективность или сбережение тепла в таком-то климате. Плюс квартиры был в том, что в ней хотя бы было отопление. Газовое, конечно, но отопление, хоть как-то можно было топиться. Ну и вообще газ — это такая штука, я не очень люблю газ. Плюс подогрев воды очень неэффективный и какой-то странный. Ну, либо нам газовая колонка попалась какая-то совсем не современная. Но при этом к квартире прилагалось еще парковочное место в гараже под домом. И еще место хранения на чердаке, где мы хранили свои велики и какие-то ненужные вещи, как обычно. Квартирка была небольшая, но нам хватало, и жили мы там очень здорово. Единственное, чего не хватало, это, конечно, кондиционеров, потому что летом здесь адский ад. Первая квартира — это, конечно, что-то, когда поиски квартиры в полной неизвестности, в новой стране, с новыми обстоятельствами. Это, конечно, жесть. Но ничего, хороший опыт. Эта квартира была очень важным этапом. Там было совершенно по-разному, но именно там мы поняли, что можем справляться. И эта квартира была нашим первым домом в Португалии. А недавно в нашей жизни произошли изменения. Мы купили дом и переехали. Это было непросто, это было страшно. Мы очень долго сомневались. Но в итоге мы приняли решение, мы поняли, что мы готовы, и мы сделали это. И в следующем видео мы покажем вам дом и расскажем, как же все это произошло. А вы бы решились купить дом в другой стране? Или аренда для вас спокойней? Напишите нам очень интересно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!